пожалуйста, если я не вернусь из этого страшного крипового места, то передай моей семье, что у меня все хорошо. Ой, блин! Саш, мне же страшно, знаешь, ведь прекрасно. Не шути, сука, даже так, ладно? Всем привет, друзья! То место, куда мы сегодня отправляемся, вы не поверите, там все мертво давно. И все в куклах, все в маленьких мертвых куколках. Ребята, это вот, музей Пьеро. Пьеро поймали, малину мочекрыжили. И теперь они тут. Даже не догадывались, что такой музей у нас есть в городе. Да. Изначально мы ехали в посольство бельгийское, чтобы сказать им, что Хайнекен стал дерьмом полным. Да, напротив нас бельгийское посольство, действительно, вот. Видите? Здравствуйте. А вы про бельгийское посольство ничего нам не скажете? Про пиво Хайнекен. Почему оно испортилось? Потому что наши производят. Правильно. Правильно. Вот так вот. Кукла. Кукла внутри наша? Кукла не наши. Но там, Алексей, сколько там кукол? 2. Ну это не тот звук, который я ожидал услышать. Сами ворота открываются. Вот это технология в 21 веке. Прошу обратить внимание, тут есть... Нельзя трогать. Вот в музее еще тоже скажешь, мне нельзя трогать. Смотрите, вот это тоже головы из будущего. Налево и по лесенке. Вот кому интересно, расписание, посмотрите, запоминайте, потому что каждый день, в общем, по-разному работает она. Здрасте. А чего у вас тут так страшно? Инна, мы это снимать пришли. Да. Но у нас это непрофессиональная камера с собой, то есть там сказали, нельзя только непрофессионально, то есть можно GoPro-шки и вот такую пушечку. Ну и все. Это, а что вы хотели сказать, не договорили? Ну это... А у вас на майке Грандкор группа какая-то? Black Metal? Mayhem. Нет, это не Mayhem. Дурак, что ли? А туалет у вас есть? А кофе? А как ты? Пистолет-то, Саша? Фонари. Ух ты, еще и фонари будут. Фотографировать. Можно куклу руками. Куклы руками не Добро, добро. Не трогай меня! 8-летний мальчик застрелил родителей по приказу куклы. Ну это я. Что-то там скрипит, слышь? Лех, не входи, там уже не выйдешь оттуда. Лёш, я тебя не хочу пугать, но за тебя какие-то девушки плачут. Что-то качается, смотри. Смотри. Смотрите, это очень злые клоуны. Клоуны, куклы. Мрак какой-то просто кошмарный. Трогать руками никого нельзя, хоть очень хочется. Вот это клево, смотри. Эмбрион Дракулы. Имбри Дракула. Ты видел фитилек? Фитюль, да, фитюль. Да, посмотри, у меня такой же. И после этого они говорят, руками не трогай. Искушают как могут. Искушают. Куклы потрясающе просто исполнены. Их бархатные одеяница, гипсово-керамические улыбки, лица наводят вот особенно ужасы. На самом деле, да, классно. Я не знаю, Потрясающе. это где-то на заводе у нас такие или Да нет, я думаю, или это со всего мира собрано? психбольница, наверное. А. Там детишкам заняться нечем, вот они занимаются. Не, возможно, это Но надо отметить, весьма на редкость талантливо. со всего мира. Ты чё? Да. Чего? Я подошел сюда, он начал трястись. Слышь? Лёх, тут происходит какая-то... Это необъяснимо, Сергей. Это Чертовщина. паранормальное место. Он прям... Ой, блин.
мне язык показывает. Ой, блядь, Саш, не шути, сука. Даже так, ладно? Что это было? С этими своими хваталками ничего, блин. Не надо так шутить. А ты не делай вид после этого, как будто все прежним осталось. Осталось. Какая крепота. Не, классно, классно. Офелия. Офелия, вот видите? Так, я вообще вслух не буду говорить. Ой, блин! Что? Да тут это, я наверх просто посмотрела на меня, это вот это чудо смотрит. Фига, тут лег сатанинские рыцари есть со шпагами, с пентухами. О, смотри, я это Пеннивайза нашел. Пеннивайз, реально? Да, мистер Пеннивайз. Ой, а у меня камера, слышишь это? Трясанулась. Ребята, вы чувствуете здесь признак какой-то темной энергетики вообще, присутствия? Да, конечно, ты представляешь, столько кукол вообще? Не, я бы у тебя в доме столько кукол не хотел. Просто обделаться можно вообще. Чёрт, я тебе серьезно отвечаю, мне просто, Лёш, это снится все будет. Ой. Лёх, бабушка какая-то тут ищет тебя, спрашивает. Лёх, вот она из проклятия монахини. Где? Вот она, Валак этот. Валя? Вот она, вот она. Валак. Прикинь, чем мы тут задержались-то, Лёш? Тут еще комната есть. Ой, Лёш. Ой, блин. Так, это я. Ой, тут посвежей. О! Блин! Жуть какая. Лёш, пойдем. Гроб в темноте, ребята, это гроб с маленькой мертвой девочкой. Возможно, это она плачет. Деревянное платье не по размеру шито, ножки... Ой, их тут две, ё-моё, я только сейчас понял. Это братская какая-то... Братский гроб. Какие-то книжки у них тут. Все на басурманском. Здравствуйте. Я хочу поиграть с тобой в одну игру. То есть это, наверное, куклу обычную, какой-то зажигалкой, возможно, спичками так уродовали, плавили. Уснул, смотри. О, какая прикольная пижамка. Ой. О, боже же. Срань какая страшная. А вот это похоже вот на мой выпускной 2000 там какого-то там года. Также все вырежены были. Празднично. Тапочки зачетные, Лёх. Мне вот очень у этой куклы... Ой, Сань. Саш. Саш. Блин. Саш. Урод. Саш. Мне же страшно, знаешь, ведь прекрасно. Куда ты ушел? Мне же страшно. Я говорю тебе, тут тапочки кроличьи, а ты ушел. Мне страшно стало. О, Борис Ельцин, ну вот это точно он. Ой, не. У того пальца не было, а не ноги. Кто-то из вас тут будет вообще шевелиться? Я же видел, меня пытались пугать. Кто-то из вас в предыдущей комнате шевелился. Почему вы не шевелитесь? О, а уменьшая копия это Валакс или кто? Мелисса. Вот, я понял. Короче, у кукол, где есть никнеймы такие вот разные. Это кукла с какой-то историей, может быть, которая где-то была засвечена. А вот вообще маленькая, думайтесь,
маленькая бабушка. Это же... в коляске в детской. Ой, она еще это... по-моему, на пенсию пожаловалась. Что, какой-то звук издала. Да, это действительно коляска. А вот это прям большая кукла, наверное, в метровый рост практически. Смотри, как все детально. Ее зовут Амара. Самара, ребята, ее зовут Самара. Я Самара. Ну, осталось найти куклу Сочи и Краснодар, и будет вообще все о жюре. Блин! Она шевелилась. Ребят, я говорю, из вас тут точно кто-то шевелится и пытается меня напугать. Ух ты! Четырехглазый какой. Пятиглазый. Я тут Лёшку нашел. Вот вам еще, кто говорил, голов мало? Вот вам головки. А кто у нас тут вообще так-то находится? Как этого друга зовут, друзей? Форест. Кстати, для самых ярых сторонников теории всего вообще загробного, потустороннего, вот этот светлый огонек, который блуждает по каждому полотну, это не заблудший дух, это отражение от фонаря, который нам выдали на входе. О, видели, что тут происходит? Ой! Подразумевает самое страшное, что может случиться с вами в этом музее, когда вы из одного корпуса заходит в другой, резко натыкаетесь на зеркало, видите свою рожу. Как правило, это работает и действительно пугает. Не, ну респект создателям. Культура, вот мы говорите, мы мало культурных выпусков у нас, по музеям мы не ходим. Пожалуйста. Самый, можно сказать, культурный музей столицы приглашает вас посетить. Вообще, всего показать мы, конечно, не сможем, это надо приезжать. Не, почему не сможем? Вот мы показали практически все, но надо самим вживую приезжать и смотреть и еще раз смотреть. Леха, иди, я тебе одну штуку покажу, смотри. Видишь, вот там вот Нет, дама. эту штуку YouTube не пропустит. Нет, вон, видишь, дама стоит с волосами длинными, вон я на нее показываю. Вот иди, смотри на нее. Какая? Вот это, да. Я думал, ты толкнешь сейчас. Ты чё, мать? Ты чё, Она чё, читает? Смотри, она зачитывает. Йоу-йоу-йоу! Еле маленькая. Я стою на кабане. Дядя. Чё делаем? Да ничего, стоим, гнием. Это Саша, наш оператор, у него слюни текут, видите? Грязька. Смотри, это же Аня Белла. Кстати, я вот этого паучка в прошлый заезд пропустил, но сейчас я вот показываю. Аня Белла, да. Леха, а еще вот тут этот. Я хочу поиграть с тобой в одну игру. И сегодня ты будешь есть гречку без лука. Посмотрите, а вот эту в клетке держит, особо опасная. Она лицом торгует, в прямом смысле. Короче, здесь очень много пасхалок, то есть надо не забывать смотреть на потолок, потому что на потолке или на потолоке сидит очень много разной творческой живности, которая уже не живая и вообще изначально живая не была. Кстати, а тут, оказывается, мальчик повешенный. Это нормальное дело вообще для таких мест. Вы думаете, это скрипит кресло-каталка? Нет, это сжимается Сережино очко. Вот с таким характерным звуком. Давайте на секунду замолчим. Лёш, там у тебя над головой мальчик ползет. Сеньор. Ты как туда попал? Ты чё, его Глупый, что это, слази. Родители, ты знаешь, что ты тут лазишь? жихарка? Отсюда. Ребята, это жихарка курильщика. Знаете, что самое страшное в этом музее? Тут берут не только страхом, но и измором, потому что тут отсутствуют кондиционеры, у меня уже все Да, я, полетело. кстати, То тоже ли от хотел. страха, то ли от атмосферы. Они хотят, чтобы мы быстрее ушли отсюда. Это куклы хотят, они специально... Леха, почему эту даму заперли? Почему она свисток у него в свистке камеры, прикинь? Алло, провайдер? Я понял. Если там не микрофон. Вы нас слышите, мы Не-не-не, шутим. Здравствуйте.
Определенно все, кто смотрит это сейчас, посетите. 500 рублей билет стоит. 400, если заказывать через электронку. Если заранее бронировать, да, 400. И что радует, если вы приедете, к примеру, к 11 часам дня, Вот мы то будете здесь гулять абсолютно Как как дома. Сереж. Сереж. Да. А ты видишь, что рука указывает вот туда, и тут вход какой-то? Ой, да, я тоже что посмотрю. Лех. Давай ты заходи. Там, наверное, вакцинировать, Сереж. Это выход. Это выход. Нет, нам не сюда. Это петля. Мы вышли туда, откуда начали. Мы во временной петле. А как же пацаны. мы тогда? А если вернемся назад, то мы вернемся туда, где тоже начали, что ли? Получается, подожди, везде есть два начала, но нет конца. А если везде есть два начала, значит, ты подвое нас. Лех, мы попали в Уроборос. В Уроборосе мы. Мы сейчас можем сами себя встретить. Слушай, ты вот на меня камерой светишь вот этой вот, и я думаю, что объектив тут. да, начинает да, говорить, говорит но- с лампады, это нормально. Дорогая лампа, пожалуйста, если я не вернусь из этого страшного крипового места, то передай моей семье, что у меня все хорошо. Потому что здесь реально круто. Я как отдохнул, я зарядился. Ну, кстати, знаешь, что здесь Сергей я куколки? заметил? Если пальму первенства перенимает наша страна, как первый музей, который вообще создался вот, на подобную тематику, здесь нет фольклорных кукол. Если это делают с нуля какие-то Не, мастера, почему нет? Есть. в кокошниках, чтобы именно русские такие наши это были. матрешка? Так они и так страшные, они на каждом углу Вот почему сувениром тут или в они вот аэропорту. такие куклы образца вот не знаю, европейского, что может это Смотри еще, общепринятая Лех, какая-то я говорю, величина? вот еще нашел пасхальные куклы Ингрид. Это вот девочка с маской. И Джейми. Вот он, Джейми. Это не девочка с маской, у него кабина отвалилась. Посмотрите. А смотри, это кожаное лицо. Это кукла кожаное лицо из техасской резни бензопилой. Только мужского пола. А или не мужского пола? Нет, слушай, не мужского. Смотрите, отвал башки, вот так он выглядит. Отвал лица, срыв лица. Монашек, смотри, какой улыбчивый монашек. А вот у этой лицо отвалилось, и она, ну, в общем, нет запасных частей. У этой хотя бы тут вот висит маска какая-то, а это руки пусты, ничего в них нет. Ну что, ребята? Все, опять она Она ручкой опять мне махнула. рэп зачитала свой Что за кислозаводский. рэп ты читаешь нам, Я кисломолочный? забыл, что это она. О, Сергей, я не хочу пошлить. Пошли, да? Пора уже. Посмотри. Во. Лицо Галища. Да? О, это с бородой. Вот, смотрите. Это этот, Чарльз Мэнсон. Ну, я говорю то, что первое в голову приходит. Ассоциации какие. Вот это самое брутальное. Вот откуда все Значит, эти... постой, значит, что-то еще есть? Откуда все эти брутальные звуки, друзья? Я шел и думал, интересно, за все Лёх, время... тут еще есть. За все время моего пребывания в этом музее сколько кило волос они настригли тут, а это, оказывается, не волосы стригут. Это тут такой вот колбасный фарш. Ну вот это самое жесткое, что тут есть, друзья. Убирайте детей Лёх, от экрана. вот, тут еще в ящик. Убирайте детей срочно. Несмотря на то, что я уже это показываю. Это уже 18+, маркировочка. Ну, 16 минимум. Затуманенная поволока на взгляде. Вот еще что вспомнил. Есть такое старинное не движение, а вообще термин постмортем, посмертная фотография. Да, постмортем. Вот что мне это напомнило, то, что было раньше, когда фотографии были не в ходу и Не точно не в ходу. дорого просто- очень стоило это. Как бы при жизни редко фотографировали из-за того, что это достаточно было затратно. И кого не успевали при жизни сфоткать, преимущественно это дети, которые мало пожили, их фоткали уже посмертно. И вот очень, ну вот эти куклы смотришь, у них взгляд такой, с поволокой такой, затуманенный взгляд, отсутствующий. Вот на всех фотографиях постмортом, можете погуглить, в принципе, и ВКонтакте группа есть. Вот очень похоже это на постмортем. Я думаю, это, ну, из этого секрета никто не делает. Так, Лех, думаешь, хорошая была идея присесть рядом с девочкой, которая качается? Да, это была хорошая идея в том плане, что вот нас с детства этими ужастиками пугают, а когда ты оказываешься тут, ты понимаешь, что это нормальные абсолютно ребята, с которыми можно договориться, не такие уж и страшные и скверные. Да, единственный минус — молчат в ответ, но разговоры тут ни к чему с их стороны. То есть вы это видели на экранах ужастиков каких-то мейнстримовых, а мы тут поприсутствовали прям Живую. среди них, где Да. вся эта коллекция собрана.
И никаких нареканий нет, кроме того, что они тут, ну, топят просто на пятерочку. Зимой здесь вообще вот так, наверное, классно было бы. Зимой можно сходить погреться и попутно пройтись по отличной экскурсии, чего-то страшного и действительно чудесного, потому что все эти куклы, это, можно сказать, рукотворное чудо, да? Памятник. Нет, что-то рукотворное, что-то взято за основу из известных франшиз. Но все равно, Алексей, Да, это же слово делают знаю, руками, да? понимаешь? Это же руками делают все. Это же не ножная лепнина, это ручное мастерство. Вот каждая куколка, в ней частичка безумия просто. Буквально вот в каждой просто милиписюсинке этой куклы вот частичка безумия, ненависти, не знаю, Кстати, любви к чему-то неживому. напомни мне на входе сказать, что чтобы смазали кресло, А, оно скрипит. что тут плачет кто-то все время. Возможно, как в прошлой экскурсии детской кого-то забыли, зажало где между шкафов. Ну что, Алексей, давай уже покинем эту адскую печь. Да, мы покидаем эту печку, ну, с положительными максимальными эмоциями, рекомендуем вам. Вот Сережа любит сказать дыра, там плохо, говорит, Нет, как тут есть. хорошо, тут хорошо. Здесь хорошо. Да, здесь хорошо. Лех, встаем с колен, ну хватит сидеть уже. Как мерзок реальный мир после увиденного. Да, там было прекраснее в разы. Там было настолько прекрасно, что оттуда прям уходишь, как будто из какого-то сказочного, доброго, детского мира. И Буратино, попадаешь опять в эту взрослую, серую московскую жизнь. где даже пописать негде. Вот такие магнитики там продают на память. Для тех, кто живет за 9000 километров от этого музея, например. Например, сахалинцы. Например, сахалинцы могут взять на память вот такой вот магнитик. И он, кстати, выглядит как логотип какой-то black metal группы. Ну блин, ну Лех, палки. Я туда не вернусь. Там было очень страшно. Смотри, пожалуйста. Нормально все? Да, нормально. А у меня ничего не испачкалось? Нет? Не, пятый старый. Ребята, это было страшно, прекрасно и вообще все отлично. В общем, сувениры есть, стоит все дешево, зрелище прекрасное, приходите. Я думаю, я сюда сейчас повторно свожу своего сына, когда он вырастет, и жену, ну, чтобы они посмотрели, вот что видел я. Ну, это был канал Сударь Сережка, Сударь Алешка. И сударь Шурен, которого мы вот-вот уволим с выпуска на выпуск, но пока оставайтесь с нами, Саша. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и... Пальцы вверх это вот так. И магнит взяли, пойдем холодильник найдем теперь. Пойдем, да, похаваем.